Всем привет! Вы на канале Лейсан. И сегодня расскажу, как я худею на кето-диете и вообще, что это такое. Кето-диета не похожа на стандартную калорийную диету. На самом деле можно похудеть во время кетоза, не считая калории. Углеводы должны составлять менее 5% от потребления калорий. В начале диеты лучше употреблять менее 20 граммов в день. При соблюдении кетогенной диеты вы должны отслеживать именно чистые углеводы, то есть общие углеводы минус клетчатка, и вот как раз остаются чистые углеводы. Например, в 100 грамм брокколи содержится 6 грамм углеводов и 2,4 грамма клетчатки. Это значит, что в 100 граммах брокколи содержится 3,6 граммов углеводов. То есть мы считаем чистые углеводы, потому что пищевая клетчатка не оказывает существенного метаболического эффекта и не повышает уровень сахара в крови. Но лично я вообще не считаю углеводы, которые содержатся в овощах, а вот низкоуглеводные сладости я ем. Обожаю их и заказываю в интернет-магазине. Ссылку, кстати, оставлю в описании под этим видео. Доставка у них бесплатная. Там очень-очень большой выбор. Посмотрите. Белок. При удалении углеводов из рациона их легко заменить белком, но употребление в пищу продуктов с высоким содержанием белка не способствует развитию кетоза. Чтобы правильно переключить тело на использование жира в качестве топлива, содержание белка должно быть тоже умеренным. То есть, если вы весите 70 кг, то вам нужно употреблять около 85 грамм белка в день, ну или чуть больше. Теперь давайте поговорим о жире. Жир – это то, что делает вас полноценным, дает нам много энергии в кетозе и делает пищу вкусной. Для большинства людей эта цифра должна быть от 70% ежедневных калорий. Держите углеводы, например, до 20 грамм, съедайте умеренное количество белка и ешьте побольше жира, пока не насытитесь. Я, например, делаю именно так. В первое время вы, конечно же, можете переедать калории, но со временем кето-диета автоматически это исправит. То есть ваш режим питания и естественные сигналы голода будут автоматически корректироваться. Почему же кетоз работает? В течение первых 3-7 дней кетогенной диеты ваше тело переходит в состояние, известное как кетоз. Во-первых, недостаток углеводов заставляет организм истощать запасы гликогена, который он сохраняет для энергии. Что же можно есть и пить на кето? То есть, что я ем на кето? Самая сложная часть рациона кето-диеты – это привыкание к совершенно новому способу питания, особенно к отказу от большинства продуктов с высоким содержанием углеводов и добавлению тонн жира. Поэтому ешьте много жира, например, жирное мясо, яйца, молочные продукты, орехи, семена и масла. Сливочное масло, топленое масло я ем, растительное масло – это, например, оливковое масло, масло авокадо, кокосовое масло, кунжутное масло, ну и так далее. Также можно говяжий жир, сало, масло МСТ, которое отлично подходит для смузи и жирных бомб, и жирные сливки. И кофе я тоже также пью с маслом МСТ и с жирными сливками. Ну, что есть. Выбирайте продукты животного происхождения. Животные жиры насыщают организм и дают энергию надолго. Выбирайте жирные куски мяса, такие как лосось и куриные бедра, чтобы поддерживать высокий уровень жирных макросов. К тому же жирные кислоты омега-3 в рыбе отлично подходят для снижения риска хронических заболеваний. Яйца – это еще один кето-дружественный продукт, так я его называю, так как они примерно равны по содержанию белка и жира. В сыре также содержится равное соотношение белка и жира и много калорий. Однако помните о непереносимости лактозы, это у некоторых бывает, поэтому придерживайтесь только необработанных сыров, таких как моцарелла, чеддер, козий, сливочный или голубой, и употребляйте их в умеренных количествах. Выбирайте овощи с низким содержанием углеводов. Многие овощи содержат мало углеводов, так как они наполнены клетчаткой и водой. Я, например, не ем крахмалистых овощей, таких как картофель, свекла или фасоль, которые содержат больше углеводов. Лучше есть листовой зелени и овощей, например, авокадо, брюссельская капуста, помидоры, шпинат, салат, цветная капуста, брокколи, цукини. А вот фрукты на кето ищите с низким содержанием сахара и высоким содержанием клетчатки, чтобы сохранить низкий уровень углеводов. Например, в банане содержится около 30 граммов углеводов, а в киви всего около 10 граммов. Лучше есть малину, ежевику, клубнику, кокос, лимон, лайм, киви, сливу и чернику. То есть выбор все-таки есть.
орехи и семена на кето-диете, что можно, а что нельзя. Орехи – это отличная альтернатива чипсам, кто любит, и конфетам, когда нам нужно быстро перекусить. Орехи калорийны, и при употреблении в больших количествах углеводы могут быстро накапливаться, поэтому следите за тем, сколько порций вы едите. Из подсластителей, например, я покупаю также стевию, потому что очень люблю сладости, я вообще сладкоежка, или эритрит. Они потому что не влияют на уровень сахара в крови, а вот некоторые все-таки влияют. Сейчас давайте поговорим, чего же следует избегать на кето-диете. Запрещено на кето продукты и напитки с высоким содержанием сахара, газированные напитки, пирожные, конфеты, мороженое, фруктовые соки, печенье и вся остальная еда с высоким содержанием сахара. Зерновые и крахмал, даже безглютеновые версии, например, хлеб, макароны, рис, бобы, крупы, ну и так далее. Большинство фруктов содержит слишком много натуральных сахаров. Крахмалистые овощи – это морковь, я уже говорила, картофель, сладкий картофель, также пастернак, ну и так далее. Приправы с высоким содержанием углеводов, некоторые приправы, такие как горчица и низкоуглеводный майонез, разрешены, но большинство приправ содержат много сахара. Нежирные продукты и напитки в качестве замены жира чаще всего используются переработанные ингредиенты и углеводы. Продукты и напитки без сахара. Действуйте с осторожностью и избегайте чрезмерного употребления сахарных спиртов или вредных для здоровья искусственных подсластителей. Также бывают воспалительные жиры, например, обработанный майонез или растительное масло, так как они могут увеличить воспаление в организме, поэтому и лучше тоже избегать. А как же быть с алкоголем? Пока ваша печень не усвоит алкоголь в состоянии кетоза полностью, лучше отказаться от алкоголя. Но если только пить по праздникам, то ничего страшного, я думаю, не будет. Лично я не пью вообще, поэтому мне с этой стороны повезло. Вот так вот я сижу на кето-диете и прекрасно себя чувствую. Напишите в комментариях, как худеете вы, что вам помогает, что не помогает. Также подписывайтесь на канал, поставьте лайк, если вам видео понравилось. До скорой встречи, пока!